Точное попадание. Нанесен удар по американскому объекту. Каковы потери? Военный режим, чрезвычайное положение, миллионы мобилизованных. Армия приведена в боевую готовность. Срочный указ подписан. Экстренное заседание Совбеза ООН. Что происходит и как ситуацию может изменить Путин и Трамп? Каковы условия соглашения? Стяжки на руках и срыв заявления. Мадуро в американском суде. 30-минутное заседание. Реакция Москвы и ответ Штатов. Выдвинуто требование. Похищение канцлера Германии. Берлин отвечает Москве. Где находится Мерц? План по аресту Путина сорван. Жесткое обращение к союзнику Москвы. Поставлен ультиматум. Нападение на преемника главы государства. Громкая отставка в Украине. Кого вызвал к себе в кабинет Зеленский, а также приговор для гражданки Таджикистана, причастной к смерти блогера в Москве во время операции по увеличению ягодиц. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, как всегда, всем привет. Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Европа движется к войне. Политическое решение готовиться к боевым действиям принято, даже если об этом не говорят публично. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в Брюсселе проходят военные советы. Страны ЕС переходят к элементам военной экономики, а степень участия в конфликте вокруг Украины постоянно растет. Орбан утверждает, что Запад не хочет поражений и стремится вернуть вложенные средства, рассчитывая на победу над Россией на поле боя в Украине. Именно поэтому, считает он, призывные кампании и жесткая риторика западных политиков становятся новой нормой. В этом контексте венгерский премьер заявил, что парламентские выборы 2026 года в Венгрии могут стать последними перед войной. По его словам, правительство, сформированное после них, будет вынуждено принимать прямые решения о войне и мире. Однако единственным реальным способом избежать масштабной войны Орбан назвал возможную сделку между Трампом и Путиным. Потому что сегодня единственный способ избежать войны – это не российско-украинское соглашение, а российско-американское. Если оно будет достигнуто, то, на мой взгляд, риск войны можно радикально снизить. Если нет, военная угроза сохранится, независимо от того, кто как относится к российско-украинской войне по существу. Это сейчас не вопрос ценностей, а описание реальности. Такова ситуация. Европе конец, если она не воспользуется правилом мушкетеров «один за всех и все за одного». С таким резким заявлением выступил премьер-министр Польши Туск. На фоне разногласий по Венесуэле и недавних заявлений Трампа о Гренландии, которая, по словам американского президента, нужна США из соображений безопасности, Туск призвал Европу к срочному перевооружению. Иначе ситуация плохо закончится для самих европейцев. Никто не будет воспринимать всерьез слабую и расколотую Европу. Ни враг, ни союзник. Это уже сейчас очевидно. Мы должны, наконец, поверить в собственную силу, должны продолжать вооружаться, должны оставаться едиными, как никогда прежде. Один за всех и все за одного. В противном случае с нами покончено. Берлин под защитой и канцлера Германии Мерца. Никто не украдет. Немецкое правительство отвечает зампреду Совбеза РФ Медведеву, который накануне заявил о необходимости похищения Мерца в контексте событий в Венесуэле. И если раньше Медведев писал, что США могли бы провести свою операцию в Киеве, то теперь допустил подобные действия и в Берлине, и не только. Об этом Медведев сказал в интервью ТАСС. Мерца, по мнению Медведева, есть за что преследовать даже в Германии. Немецкое правительство выпустило официальный ответ. Канцлер Мерц надежно защищен и находится в безопасности. Его охрана относится к лучшим в мире, заявили в правительстве Германии. Подобные угрозы мы осуждаем самым решительным образом, заявил в Берлине заместитель официального представителя правительства Себастьян Хилли. По его словам, федеральное правительство не видит причин усиливать меры безопасности по защите канцлера из-за этих высказываний. ЕС проглотил удар. Европа боится осудить Трампа за Венесуэлу. Несмотря на очевидное нарушение суверенитета Венесуэлы, лидеры Европейского Союза ограничились туманными фразами о международном праве и деэскалации. Те же принципы, которыми ЕС годами оправдывал помощь Украине, внезапно перестали звучать вслух. Причина – страх. Именно с такой критикой описывает беззубую реакцию ЕС на действия США издание Financial Times. В публикации говорится, в Брюсселе опасаются, что Трамп может перекрыть военную и разведывательную поддержку Украине или ударить по Европе тарифами. В итоге ЕС выбрал покорность вместо принципов, но это угрожает и самой Европе из-за планов Трампа на Гренландию.
Хотя почти все западные столицы не признавали Мадуро легитимным лидером Венесуэлы, аналитики предупреждают, отказ осудить атаку на другое государство и похищение его лидера может подтолкнуть другие страны к подобным действиям, в уверенности, что США уже отпели правила основанного на нормах международного порядка. Наибольшая опасность для Европы может заключаться в следующей операции окрыленного Трампа. Не осуждают, а судят. Американцы провели первое заседание по делу Мадуро. Оно прошло быстро и напряженно, лишь полчаса, но каждая минута была показательной. Николас Мадуро появился в зале в тюремной форме, с руками, стянутыми пластиковыми стяжками. Он выглядел собранным, но напряженным и слушал обвинения через наушники. Переводчик передавал каждое слово. Когда судья потребовал подтвердить личность, Мадуро ответил по-испански и попытался выступить с заявлением. Себя он назвал военнопленным. Я президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе. Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны. После этих слов судья его прервал. Супруга Мадуро, Силия Флорес, была также под охраной. По словам ее адвоката, Флорес получила серьезные травмы при задержании, в том числе сильные ушибы ребер, и нуждается в медицинском обследовании. Судья формально зачитал обвинения и напомнил супругам об их праве уведомить консульство Венесуэлы. Оба заявили о непризнании вины. Следующее заседание назначили на март. На улице в это время стояли группы протестующих. Одни требовали освобождения Мадуро, другие называли происходящее справедливым финалом. Адвокат Мадуро сразу дал понять, впереди долгая юридическая война. Напомню, Мадуро обвиняется по 4 статьям: заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, владение пулеметами и разрушительными устройствами, а также заговор по их владению. Параллельно с заседанием суда проходило и экстренное заседание Совбеза ООН. Россия и Китай осудили Вашингтон и призвали отпустить супругов. Для преступлений, цинично совершенными США в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы в нарушении всех международных правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а сегодняшнего дня, как мы знаем, они в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. В то же время представитель США дал понять, Америка не занимается оккупацией Венесуэлы. Операцию «Абсолютная решимость» вновь назвали правоохранительной. Как уже заявил секретарь Рубио, никакой войны против Венесуэлы или ее народа не существует. Мы не оккупируем страну. Это была правоохранительная операция в рамках законных обвинений, существующих на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом США в соответствии с принципом верховенства закона за преступления, совершенные им против нашего народа на протяжении 15 лет. В то же время Госдеп США официально объявил западное полушарие исключительной зоной интересов США. На официальных ресурсах Госдепартамента появились постеры с надписями, которые гласят: «Это наше полушарие, президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», или же «Не играйте в игры с президентом Трампом». В то же время Венесуэла начинает поиск предателей, страна переходит на военный режим, объявлено чрезвычайное положение, масштабная мобилизация и охота на пособников США. В Каракасе заявили, официально вступил в силу декрет, который и предполагает чрезвычайные полномочия. Режим вводится сроком до 90 дней с возможным продлением. Самый жесткий пункт – приказ о тотальной зачистке. Полиции всех уровней предписано немедленно разыскивать и задерживать всех, кто помогал, поддерживал или содействовал операции США по захвату Мадуро. Москва потирает руки. Раздел сферы влияния. Кому Венесуэла, а кому Украина. Об этом говорится в материале Рейтер. Кремль потерял союзника в Латинской Америке в лице Мадуро, сказал изданию высокопоставленный российский источник на условиях анонимности. И также этот источник рассматривает ситуацию с задержанием Мадуро с другой стороны. По его словам, это может быть возрождением доктрины Монро XIX века, декларации принципов внешней политики США, согласно которой западное полушарие закрыто для европейцев, но при этом Вашингтон не вмешивается в дела Европы. Для Путина и Си Цзиньпина, говорится в материале, президент США, сосредоточенный на западном полушарии и потенциально увязший там, выглядит вполне приемлемо, учитывая фокус России на Украине и Китая на Тайване. Путин пытается утвердить российскую сферу влияния в бывших советских республиках Центральной Азии, Кавказа и Украины, что с конца Холодной войны противоречит интересам Вашингтона. Путин публично не комментировал операцию США в Венесуэле, хотя МИД России призвал Трампа освободить Мадуро и заявил о необходимости диалога.
Громкая отставка в Киеве. Несмотря на демарш военных и резкую критику, это произошло. Зеленский решил, служба безопасности Украины теперь не подконтрольна Малюку. Тот, кто с начала большой войны был ответственным за спецоперации Украины, официально подал в отставку. За Малюком 3 атаки на Крымский мост, морские удары с помощью дронов Sea Baby, спецоперация СБУ «Паутина» и удары по стратегической авиации России, НПЗ, а также ряд других дерзких операций. Сам Малюк уже дал понять, останется в системе для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня. Это была цитата. Кроме всего, уже экс-глава оставил послание Москве. Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. Мы и далее будем бить оккупанта на земле, в небе и на воде, проникать в его глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ожидает. Вместо Малюка в СБУ придет Евгений Хмара, спецназовец, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций АСБУ. Но на этом кадровые перестановки, устроенные Зеленским, не заканчиваются. На Банковой появился экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, и он может получить должность. Украинские медиа пишут о связи со службой внешней разведки Украины. Именно в этом контексте состоялась его встреча с Зеленским. РБК Украина со ссылкой на свои источники пишет о создании дополнительного канала информации для Банковой. Речь идет либо о специальном формате работы в качестве советника или представителя президента, формального или неформального, или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию, рассказал источник, в частности, имея в виду и службу внешней разведки. Российский удар по американским объектам в Украине. ВС РФ атаковали завод США «Банджи». Он находится в украинском городе Днепр и производит растительное масло. О дроновой атаке на промышленное предприятие сообщил мэр Днепра Филатов. По его словам, из-за разрушений город буквально затопило подсолнечным маслом. На улице вылилось 300 тонн продукта. Сейчас коммунальные службы засыпают масляные дороги и тротуары песком и специальными смесями. Однако движение транспорта в районе завода, говорят местные власти, будет ограничено примерно 2-3 дня. Мэр отметил, что поврежденное предприятие принадлежит компании «Банджи» из Сент-Луиса, штат Миссури. В сети при этом распространяют кадры атаки ударным БПЛА, а в МИД Украины это событие назвали атакой Путина на американский бизнес. За время полномасштабной войны примерно половина членов Американской торговой палаты в Украине столкнулась с повреждением или уничтожением своих объектов в различной степени. Атаки Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение усилиями по установлению мира, который возглавляет президент Дональд Трамп. Удар молотком по правой руке Трампа. Нападение на близкое окружение и возможного преемника 47-го президента США. Джей Ди Венс – возможная цель. В частном доме вице-президента США, который находится в городе Цинциннати, штата Огайо, разбиты окна. Нападение на дом произошло ночью. CNN со ссылкой на секретную службу США пишет: подозреваемый задержан, это мужчина. По данным американских спецслужб, арестованный не проникал внутрь дома, а сам инцидент ограничился нанесением материального ущерба. Позже Венс сообщил, что дома никого не было, он с семьей были в Вашингтоне. Также вице-президент попросил СМИ не публиковать в интернете снимки его дома с разбитыми окнами, поскольку он пытается ограждать своих детей, далее цитата, от реалий этой жизни на государственной службе. Спецоперация по аресту Путина сорвана. Почему? Таджикистан должен объясниться. Международный уголовный суд задается вопросом и требует ответа от президента страны, который встретил Путина с почестями, а не с наручниками в октябре прошлого года. Соответствующий запрос МУС отправил в Душанбе еще в ноябре прошлого года, но об этом стало известно только на днях, уточняет Радио Свобода. После выдачи ордера на арест Путина и еще 5 представителей России, все государства-участники Римского статута, в том числе Таджикистан, получили уведомление, что они должны арестовать данных лиц, если те окажутся на их территории. В Душанбе говорят, Россия не является участником Римского статута, а также напомнили о двустороннем соглашении с Москвой, которое предусматривает иммунитет для высокопоставленных должностных лиц. При этом в Душанбе подчеркивают, что не отказываются сотрудничать с МУС. Тем не менее, суд настаивает на признании факта несотрудничества Таджикистана. Данный вопрос могут вынести на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС. Тюремное заключение за травлю первой леди. Суд в Париже вынес приговор 10 обвиняемым по делу о кибертравле Брижит Макрон. Они были признаны виновными в распространении в соцсетях оскорблений и ложных слухов, которые касаются Макрон и ее разницы в возрасте с супругом.
Большинство подсудимых получили условные сроки от 4 до 8 месяцев. Одному из фигурантов дела дали реальный тюремный срок – 6 месяцев за неявку на судебное заседание. Как сообщает France Press, также все 10 подсудимых должны за свой счет пройти обязательный курс по уважению к людям в цифровом пространстве и солидарно выплатить Брижит Макрон штраф в размере 10 тысяч евро. Сама Брижит Макрон на суде не была, в интервью французской прессе заявила, что намерена разобраться и с другими обидчиками. А потом у меня будет еще один процесс против 2 женщин, которые играют с моей генеалогией, утверждая, что я мужчина. Существует 2 версии: либо я родилась мужчиной, либо я родилась Брижит, умерла в 1960 году, и мой брат стал женщиной. Разумеется, никто не может трогать мою генеалогию, это невозможно. Свидетельство о рождении – это не пустяк. Это отец или мать, которые однажды заявляют о своем ребенке, кто он или она. С этим нельзя играть. Приговор за смертельную операцию красоты в Москве. Гражданку Таджикистана, которая провела манипуляции по увеличению ягодиц и бедер, россиянки и блогерши Юлии Бурцевой задержали. Ей грозит 3 года тюрьмы. По данным телеграм-канала «Шот», у косметолога, которая снимала кабинет в одной из частных клиник Москвы, не было медицинского образования. Напомню, после ряда процедур в клинике Бурцевой стало плохо, девушку экстренно госпитализировали, однако в больнице она, несмотря на оказанную помощь, скончалась. В клинике провели обыски, изъяты служебная и медицинская документация, допрошены свидетели. Российские СМИ отмечают, что Бурцева была родом из Самары, но уже давно вышла замуж за итальянца и перебралась с дочкой в Неаполь. Кадрами из семейной жизни и путешествий женщина делилась в своем инстаграме и имела более 70 тысяч подписчиков. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.